Привет! Поделюсь с вами в начале парочкой новостей. Вообще я решил делиться только теми новостями, которые уже реально подтвердились фактами, чтобы не спугнуть удачу, не вызвать лишнюю зависть и так далее. Короче, по поводу предложения работать в компании Remax, это международная такая сеть. Пока мы принюхиваемся друг к другу, как, наверное, делают это собачки при знакомстве, как бы вульгарно это ни звучало. Я изучаю и думаю над их условиями, думаю, насколько мне это интересно. Они думают над выгодой сотрудничества со мной, поэтому этот вопрос пока на паузе. В то же время сегодня мы уже посмотрели одну квартиру для другого клиента на покупку. Сейчас я возвращаюсь после осмотра квартиры в аренду. У меня есть сейчас актуальных 3 клиента в покупку квартиры, 2 клиента в аренду и 2 клиента по родам, пакет по которым подразумевает также и поиск жилья. И у нас устроено таким образом, как я уже раньше упоминал, типа как конвейер. То есть я выполняю работу по поиску аренды или покупки жилья и дальше передаю дальше следующему специалисту. Также из новостей. Сегодня я получил первую оплату от арендатора, который живет в недавно купленной мной квартире, которую вот я сейчас как раз проезжаю мимо. Вот этот домик, вверху которого я собираюсь еще надстроить. Один этаж полноразмерный, и потом наверх еще будет терраса. Так я уже уточнил с архитектором, позволяют нормы в этом районе. Гулял, кстати, вечером по этому району. Здесь достаточно тихо, благодаря зданию Трибуналес. Вот оно сейчас справа от меня. И вокруг него как раз очень хорошо, тихо и спокойно гулять вечером. И рядышком есть зона тусовочная, куда тоже можно выйти в люди, показать себя и других посмотреть. Настроение все лучше с каждым днем, спокойствие все больше, потому что психическое или психологическое состояние, оно зависит от многих факторов, и базу, основу для этого состояния я в принципе выстроил. То есть я наконец-то начал обладать жильем, которое уже какой-то минимальный даже доход приносит. Первый платеж, который я сегодня получил, составил $150. Вроде бы мелочь, но приятно. Короче, есть еще некоторые новости на подходе. Их я сообщу позже, когда уже что-то реализуется более конкретно. А пока смотрим дальше. За что люблю Аргентину? Зашел я, значит, в Банко де ла Насьон для того, чтобы заплатить сбор за бесплатного адвоката государственного. И это делается только в одном единственном отделении Банко де ла Насьон в городе Кордова, в центре. Я туда приехал. То есть нет других способов оплаты, ни онлайн, никаких цифровых вообще. Я приехал, подождал огромную очередь. Охранник заинтересовался, потому что я сначала занял очередь вообще вместе с пенсионерами. Он захотел мне помочь. Короче, помог там формуляр получить необходимый для заполнения, потому что адвокат не дал мне этой информации. И дальше интересно. Очередь предполагала ждать примерно 1,5 часа. И когда я к нему подошел снова, к этому парню, охраннику, и сказал, что, пожалуй, что мне нужно сейчас уехать навстречу срочно, и приеду, наверное, снова в понедельник, то есть после выходных, он сказал, подожди, сходил в кассу и, короче, просунул меня без очереди. Представляете? Банк де ла Насьон. Вот, то есть это очень интересно, когда вроде бы есть система,
Есть правила, есть законы, но здесь люди свободны, и они трактуют их вот так, но чуть-чуть по-своему. И это здорово. Я считаю, что здесь очень учитывается человеческий фактор всегда. И вот мы находимся на улице Бельграно в районе Гуэмес. Будем сейчас смотреть квартиру для клиента вот в этом доме, который из 3, похоже, этажей. 1, 2, 3. Ну, по аргентинским меркам здесь их 2. Район развивающийся, очень бурно. Вот чуть-чуть дальше туда, буквально 2 квадры, строится большой, вот он, опа, строится большой, я так понимаю, это торговый и бизнес-центр. Первая башня закончена практически, вторая вот строится, и под 3-ю котлован еще там есть. Дальше припарковался я вот рядом с этим бедолагой, который сортирует мусор на предмет покушать, который у меня тоже что-то просил. Но это всего лишь говорит о том, что район, как я повторюсь, развивается. Потому что строятся домики в несколько квартир. Вот там дальше по улице тоже они есть. И видно, что в целом облагорожено. Вот деревья красиво посажены, да? И вот та улица, которая проходит рядом, Велес-Сарсфилд, за ней тоже сразу видны дома пожирней. И в целом похоже, что именно сюда район Нуэва-Кордова будет развиваться в следующую же очередь. Потому что вот эта огромная инфраструктура сразу же притянет кучу народа сюда, в эту зону. И здесь это все будет выкупаться. Так, сейчас я сниму видос и уже объясню по фактам, что мы обнаружили. Что вот это вход в квартиру. Тут такая решеточка сдвижная. Всего в комплексе 12 квартир, по 4 на этаж, 3 этажа. Это хозяева. Здесь находится такая небольшая проходная кухня. Холодильничек. То есть для студентов это как бы вариант хороший. Здесь жила до этого старушка. Такая кухня. Здесь на одну сторону есть все. Проблема, которая обнаружена, опять же, вот следы воды, следы влажности. Поскольку желтое выступило на белом, это значит, что сначала было покрашено, а потом намокло. Мне говорят, что вызывали 2 разных специалистов для того, чтобы решить эту проблему. И первый специалист думал, что проблема из-за поступления воды снизу. Я не знаю, вот отсюда, короче, они штробили зачем-то до сюда. Не знаю, почему здесь не закончили. И дальше ломали вот здесь. Можем посмотреть внутри. Да, не видно, чтобы было. Дальше штука в чем? Здесь они, когда, говорят, открыли, увидели, что проблема не здесь. И пошли искать сверху проблему. И нашли, типа, на самом верху, вот я сейчас видео вставлю, якобы заменили там металлическую трубу на пластиковую. Но прикол в том, что мне никто не смог дать разумного объяснения. Если тут труба шла металлическая внутри стены, то, во-первых, не видно следов, чтобы меняли внутри стены трубу металлическую, либо прокладывали новую, пластиковую. То есть она, если металлическая там и осталась, она будет все еще ржавая внутри стены, терять эту воду. Это значит, надо опускать новую трубу подачи воды. Сейчас покажу. Сразу вот у нас тут это спальня такая. Здесь маленький шкафчик, внутри которого видны следы влажности. Мы сейчас тоже поймем, откуда она берется. Все сверху. И это похоже на смотровой лючок канализационной трубы. Здесь внизу, под этим шкафом, было уже отремонтировано. Вот оно зашпаклевано. Но как отступает этот плинтус в эту сторону, видно, что там все было расперто. И примерно так и осталось. По внешней стене влажности внизу не обнаружено.
То есть проблемы подсоса влаги. Привет, друзья. Подсоса влаги из земли нету. Но вся проблема с тем, что вода приходит сверху. Я там как раз снял видео. Покажу санузел. Санузел достаточно компактный. Если вот эту штуку убрать, тут просто старушка жила, это было ей, чтобы удобнее вставать с туалета. Тут душ вот отдельно занавешивается. И я посмотрел, вот я сейчас отодвинул, как сделано, да, вот у нас идут такие бетонные лаги, перекрытия, и укладываются пустотелые кирпичи. Это идет канализационная труба квартиры, которая над верхом, и она уходит, скорее всего, вот сюда, в этот стояк. Но не совсем понятно. Eso es cloaca. Это из клоака. Короче, да, это и идет канализационная труба. Значит, внутри там каким-то образом образуется влага или откуда-то приходит, потому что вот она вся здесь. Я могу предположить, что того количества воды, которое капает сейчас в сухую погоду, недостаточно, чтобы она доходила до низу. Она вся остается где-то в верхних квартирах в виде сырости. И там испаряется, оседает. Но когда идут дожди, вода может доходить до сюда, до низу. Потому что воды становится сильно много. И тогда проблема возникает и здесь. То есть решение проблемы должно быть наверху. В любом случае. Но не похоже даже, чтобы кто-то брался эту проблему решать. И задача главная заключается в том, что вот этот весь комплекс администрируется хозяевами какой-то из тех квартир. Здесь экспенсис составляет порядка 35 тысяч песо в месяц. Что значит, что все скидываются кому-то на зарплату. И чтобы решить эту общую проблему, нужно получить согласие всех жильцов. Ну, чтобы они были готовы скинуться на это. В противном случае, если тебя эта проблема мучит, а им и так сойдет, делай за свой счет. И вот непонятно, какие живут соседи, получится с ними договориться или нет. Вот это шланг подачи воды, который заходит в комплекс и пошел наверх в водный бак. Вот его крепили уже после строительства здания, это очевидно. То есть его могли поменять на пластиковый вместо металлического, да? Вот он пошел наверх. И дальше я снял. Вот он заходит, идет по крыше прямо к бакам. Но если шланги, точнее трубы, которые не подачи, а уже обратки, именно из баков квартиры металлические, если они встроены в стену, а стена, допустим, из пустотелого кирпича, если стена сделана из пустотелого кирпича, да, внутрь можно было на этапе строительства вставлять трубу. Но сейчас как это сделать? Штробить у всего стояка, у всех двух квартир, которые наверху, чтобы спустить этот шланг. Или вести параллельно с этим другой шланг, допустим. Я вот этого вопроса не знаю. Пытаемся выяснить, как была ли решена проблема с попаданием воды в квартиру на нижнем этаже через 2 этажа, которые выше. Вот мы поднялись на первый по аргентинским меркам или второй по нашим этаж. Поднимаемся на 3. Нас интересует вообще подняться на крышу. Yo veo que los tanques de agua son de metal. Y yo veo que pierde agua ahora. Mira. ¿Ves? ¿Cuál? Este tanque de la izquierda pierde agua. ¿Ves? Entonces, este es un inicio del problema. Hay que solucionar esto primero. Y después entender. En mi opinión, hay que cambiar todos estos tanques de agua a plásticos, porque son viejos. Este es el primer problema. La otra problema es que
¿Ves estos 5 caños de ventilación? Son cerca. Por lo que ellos son cerca, este problema puede ser... yo puedo subir acá, dame un segundito. О, смотрите, я встал вот так и залез наверх. Значит, что мы видим? У меня просто в доме, который я купил, была такая же проблема. Эти старые металлические баки имеют свойство проржавливать. Он уже проржавел или проржавел. Меня пусть литературоведы поправят. И дальше прикол в следующем. Вот эти трубы, которые идут от этих баков, они, я не вижу отсюда, может быть и пластиковые. Это похоже как будто бы на пластик или на ржавый металл по цвету. Но рядышком вот эти выходят 5 отдельных труб. Это вентиляция. И если там, а вода там есть, мы видим, да? Эта вода может просачиваться как раз в вентиляционную шахту, внутри которой проходят все эти трубы. Ну, короче, проблема решаема. Но почему-то никто не взялся ее решать, блин. По звуку слышно, что здесь внутри стоит насос. Это мы сейчас вот находимся в подъезде, да? Вот эта тумбочка. Здесь внутри спрятан водный насос раздачи. Откуда выходит вот эта новая труба и пошла вот сюда и вверх на крышу к баку. То есть, как я сказал, пластиковый на подачу окей, заменили. Но если внутри металлические, внутри стены, то эту проблему уже решить будет совсем непросто, без полной перестройки, переделки. Нужно согласие соседей, которые сразу в 2 квартирах сверху, чтобы у них разломать стену. Если вот до сюда идет металлическая труба, металл проржавел, и он начинает терять воду. Я думаю, что вот эта влага появляется здесь, когда сильные дожди. Она тогда успевает дойти до нижних этажей. А в остальное время она остается вся просто вверху. Короче, вот еще что интересно, тут видно почернение, и поскольку следы влажности здесь тоже имеются, есть вероятность, что здесь была проблема с проводкой, может быть влажность попала, там может быть было короткое замыкание. Ну, либо могли, конечно, что-то вставить другое, не знаю. Короче, квартира имеет потенциал, да, но проблема, которая решается не только в одиночку, а вместе с соседями, которые сверху и еще выше, это как минимум плюс 2 квартиры. Нужно как минимум с ними согласовать, а это проблема. И вот сейчас я разговаривал с хозяйкой, она говорит, что ну как-то люди живут, и им типа ничего не надо. Кто-то, например, вверху живут не владельцы, а арендаторы. А мы знаем, что аргентинцы, которые владеют жильем, они хотят максимально пассивный извлекать доход и ничего не вкладывать вообще в свою квартиру до тех пор, пока она тупо не разрушится, а потом просто ее продать и купить новую. Такой подход. И значит, что если приобрести эту квартиру, а вверху живут не сами хозяева, а арендаторы, то решить эту проблему будет практически нереально. Ну вот, мы только что потратили 1,5 часа на осмотр квартиры. На 2:30 была у нас встреча договорена, в 4 мы освободились. При этом полчаса мы ждали риэлтора, и остальной час ушел на осмотр. Я должен сказать следующее. Риэлторы продают, понятное дело, котов в мешке, квартиры с заведомо существующей проблемой, деликатно умалчивая о ней просто-напросто. То есть это все ответственность покупателя находить проблемы. Не риэлтора, который работает на стороне покупателя, берет с него свои 3%. Это, конечно, интересно. То есть, поскольку это не ответственность риэлтора, его репутация чиста, и он может себе работать дальше с улыбочкой на лице. Но, когда ты приходишь вот в такую квартиру, лезешь сам по цепочке, находишь источник проблемы, и автоматически находится какое-то решение, ну, по крайней мере, ты как инженер, ты его видишь, это решение. Ты задаешься вопросом, а почему никто не взялся его решать?
хозяйка этой квартиры, точнее дочка хозяйки квартиры, говорит, ну, очевидно, что поскольку здесь живут, наверное, в основном арендаторы сейчас, а не хозяева квартиры, никто ничего не хочет делать. То есть она таким образом проговорилась, потому что она не профессионал. В университете Кордовы она не училась на риэлтора, ее не научили обманывать. Она сказала как есть. И когда я эти же слова передаю риэлтору в ответ на его вопрос, ну что ты думаешь по поводу квартиры, я ему сказал, что я вижу практически нереальным решение этой проблемы по причине того, что очевидно надо поменять всего лишь баки для воды, как минимум для того, чтобы устранить ту течь, которая сейчас видна, и потом смотреть, как поведет себя система и какие на самом деле трубы установлены внутри стены. Если металлические, то и если они до сих пор работают, то осталось им работать точно недолго. И когда эта проблема возникнет, это будет большая проблема. И плюс сейчас, если та вода, то количество воды, которое сейчас падает вниз, скорее всего остается где-нибудь в верхних квартирах, то во время дождя до нижней квартиры оно доходит. Короче, я ему сказал, что если никто не захочет здесь ничего делать, то как вообще эту проблему можно будет решить? Он говорит, ну да, можно по крайней мере на время, как бы, или как инвестицию, купить, потом посдавать ее, и потом, наконец, снова продать. Короче, такой подход, вот такой подход. Делаем выводы. Покажу на вот этом наглядном примере, почему в Аргентине часто принято строить вот так, такими каскадами. Когда этот этаж более низкий, ближе к дороге, дальше углубляется вдаль от нее и дальше, и дальше. Реально есть такие нормы строительства. Это я узнал у архитектора во время обсуждения проекта переделки того домика, который я купил. Моя мечта была построить там какой-нибудь хостел с горгульями, как я уже говорил. Но там в планах указано, что над муниципальной линией, а муниципальная линия — это внешний периметр стен нижнего этажа, над ней можно построить максимум один этаж, потом с отступом 3 метра от этой линии вглубь здания можно построить еще один, и потом еще 3 метра, еще один. То есть 3 метра — это примерно как раз размер одной комнаты. И так и строят. Итак, находимся мы на улице Хухуй, возле пресловутого комплекса Кардиналес Кофеко. Я покажу сейчас сразу, что здесь у нас по инфраструктуре вокруг комплекса все очень хорошо. Пиццерия Популяр вообще рядышком прилегает. Магазинчики разные с продуктами, все есть. За тем углом аптека, кафешки, ресторанчики. Ну, мы до туда не пойдем. Короче, весь ряд вот по левой стороне тоже магазинчики. Вот в ту сторону район Кофеко, куда можно приятно прогуливаться. Там невысокие домики, много зелени, красивых деревьев. И вот это въезд в комплекс. Здесь гвардия, охрана, то есть это въезд в парковку. Сюда бы кто не пройдет. Ну, я, конечно, могу сейчас проскочить. Hola, soy por Renta Flat a Paola. Tengo una reunión para ver el departamento. Hola, soy... yo estoy filmando para mi cliente de Rusia que está ingresando a este departamento para mostrar qué es el complejo, para entender. Me están esperando en Renta Flat, Paola. Короче, сейчас войдем. Итак, вот мы вошли на территорию. И сейчас я покажу вам, что здесь есть. Это башня, которая более новая. Справа номер 2. А это башня номер 1. Чуть более старая. У них на первом этаже есть общие такие холлы. И здесь строятся еще 2 башни рядом. Но я не знаю, похоже, они будут принадлежать тоже этому же комплексу. Вот вход в Renta Flat. Это компания, которая администрирует все квартиры здесь. Ну или не все, а большую часть. Квартиры будут находиться в первой башне. Сейчас все та же наша знакомая Паула нам их покажет.
Мы поднялись на 5-й этаж. И сейчас попадем в квартиру номер 5 на 5-м этаже. Вот она, довольно просторная. Телевизор Smart небольшого размера, один здесь. Отопление радиаторное в квартире. И она оснащена полностью всей необходимой техникой, мебелью. Здесь вот сушилка, посуда вся есть. То есть это квартира, которая готова на сдачу в посуточную аренду, поэтому здесь прямо все необходимое есть. И в той квартире, которая освободится скоро, стиралка неплохая, которая освободится скоро, сейчас живет футбольный игрок. Ну, это тоже как бы определенный показатель уровня. Вот такой балкончик с видом на задний двор. Кстати, тоже вокруг здания можно прогуливаться с коляской, например. Так, и посмотрим внутри. У нас здесь гардеробная часть с таким большим шкафом купе. Свет, включается. Один общий санузел. Радиаторное отопление даже в санузле есть. И спальня. Тоже телевизор, тоже кондиционер. То есть уровень определенный выдержан. Окошко открывается на вентиляцию. И получается, что здесь солнца прямого попадания не будет особо никогда. Это значит, что жары такой тоже не будет. Вот такая квартира. И квартиры в этом комплексе в целом чаще всего администрируются через это агентство, которое называется Rent a Flat. У меня с ними нормальные партнерские отношения уже на протяжении 4 лет почти. И я должен сказать, что эти квартиры очень выгодно отличаются от тех, которые можно встретить по городу вне каких-либо комплексов. По той причине, что тут вообще причин даже несколько. Во-первых, они все администрируются одним агентством, и это означает быструю реакцию в случае там каких-то поломок, неисправностей и чего-то еще. Потому что у них есть все свои специалисты, в том числе даже мастер по замене замков. Был случай, когда у моих клиентов там что-то заел ключ, и им в выходной день, по-моему, нашли человека, отправили, чтобы починить. Потом у них в цену уже включены сразу expenses, это административные расходы на содержание здания и общих территорий, покос травы, чистку бассейна, охраны, короче, все это. И включены коммунальные услуги до определенного лимита. И по практике я должен сказать, что еще пока никто из моих клиентов не был вынужден доплачивать отдельно за коммунальные услуги. То есть никто этот лимит еще пока не превысил. Это тоже, я считаю, ощутимый плюс. И если учесть, что в данном случае вам не нужно дополнительно, вот, например, эта квартира, которую я сейчас показывал, она стоит порядка $900. Это, конечно, дорого за однушку, понятное дело, ну, смотря с чем сравнивать. Но в эту цену уже входит комиссия агентства, входят все коммунальные расходы. То есть, если что-то аналогичное вы искали бы в городе, то даже если цена была бы чуть ниже, то вы бы порядка $200 отдали бы суммарно на комиссию агентства, на expenses и все остальное. Так что делаем выводы. Я должен это снять, это просто какой-то секс на колесах, смотрите. Девушка в юбке на мотоцикле, в лифчике, в купальнике, наверное. Короче, ну огонь просто, по-моему. Смотрите, я не могу оторвать взгляд, сейчас в аварию попаду. Кайф. Аргентина не перестает радовать. Она еще и по телефону разговаривает. Друзья, на фоне моего волосатого или шерстяного друга я хочу ответить на парочку комментариев.
замечательно, когда у вас есть свое собственное мнение, которое отличается от моего. Вы им имеете полное право делиться в комментариях. Я буду рад обсудить, или другие комментаторы, я думаю, будут рады обсудить его с вами. Но я не очень люблю переход на личности, потому что я не вижу в этом, если честно, никакого конструктива. И я все же позволю себе ответить на один комментарий, который касался одного из недавних шортсов. Комментарий вроде того, что глаза как у бешеной сельди или что-то типа того. Ответ мой такой: у меня СДВГ, для тех, кто не знал. И я вместо того, чтобы бороться с этим симптомом, стараюсь брать все его преимущества. Что такое СДВГ? Это синдром дефицита внимания и гиперактивность. То есть меня реально штырит от каких-то вещей, которыми я занимаюсь впервые, которые сложные, интересные как задачи для решения. И если вы видите, что мои глаза блестят, горят, я не знаю, веки вообще не закрываются, ну, это как раз есть тот момент, когда я нет ни под спидами, ни под каким-либо веществом. Это просто мой неподдельный, натуральный, можно сказать, детский интерес в чем-то новом. Только и всего.